2024 году спутники обнаружили во льдах Антарктиды металлическую конструкцию длиной более 150 метров, и первые же анализы показали, что она находится там минимум 106 лет. Это не обломок самолета, не военная техника и не полярная станция. Форма объекта не совпадает ни с одним известным судном, когда-либо построенным человеком. Ученые, изучившие находку, публично отказались называть ее кораблем, но именно это слово первым делом произносит каждый, кто видит снимки. На снимках 2023 года объект был полностью скрыт под льдом. Координаты объекта передала норвежская автоматическая станция мониторинга ледового покрова. Алгоритм засек аномалию при сравнении снимков за разные годы. На снимках 2024 частично обнажился из-за таяния верхнего слоя ледника. Именно это и привлекло внимание. Объект не появился, он просто стал виден. Первый вопрос, который задали геологи. Как конструкция такого размера оказалась внутри ледника, а не на его поверхности? Лед в Антарктиде накапливается слоями, и по глубине залегания объекта специалисты определили примерный возраст – от 90 до 110 лет. Это означает, что конструкция оказалась подо льдом примерно между 1910 и 1930 годами. Здесь начинается первая проблема. В указанный период в этом районе Антарктиды не было ни одной зафиксированной экспедиции. Ближайшая задокументированная экспедиция прошла в 320 километрах севернее. Архивы норвежских, британских, австралийских и американских полярных программ проверили полностью. Ни одно судно к этим координатам не приближалось. Форма объекта исключает большинство простых объяснений. Обычные суда того времени — деревянные или стальные корпуса с характерными обводами. При разрушении подо льдом теряют форму за десятилетия. Этот объект сохранил четкие геометрические контуры, вытянутый корпус с заостренными оконечностями и выраженным симметричным сечением по центру. Радарное зондирование показало, что внутри конструкции есть полости, то есть она не сплющена и не заполнена льдом полностью. Металлургический анализ образцов, извлеченных с поверхности, добавил еще один необъяснимый сплав, из которого изготовлен корпус, содержит железо, никель и следовые количества элементов, характерных для метеоритного железа. Такой состав не соответствует ни одному промышленному сплаву, производившемуся до 1950 года. Более того, он не соответствует ни одному известному промышленному сплаву вообще. Немецкий исследователь Клаус Вернер из Гамбургского технического университета опубликовал в марте 2024 года краткий технический отчет, в котором прямо написал: состав материала не имеет аналогов в истории земной металлургии. Этот отчет был отозван через 18 дней после публикации. Официальная причина: необходимость дополнительной верификации данных. Сам Вернер от комментариев отказал. Параллельно японская группа из Национального института полярных исследований провела термолюминесцентный анализ образцов льда, непосредственно контактирующего с корпусом объекта. Результат показал аномальный радиационный фон, не опасный для человека, но статистически несовместимый с естественным фоном антарктического льда. Источник излучения находится внутри конструкции. Версия о метеорите, первая, которую выдвинули скептики, была отклонена по одной простой причине: метеориты не имеют внутренних полостей правильной геометрической формы. Версия о природном геологическом образовании также не выдержала проверки. В Антарктиде нет горных пород с подобным химическим составом в радиусе 1000 километров от места находки. Остаются два варианта, и оба одинаково неудобны. Первый. Объект построен человеком с использованием технологий, которые официально не существовали 100 лет назад. Второй. Объект построен не человеком. Находка не стала новостью сразу. Между первым обнаружением аномалии и первой публикацией в открытом доступе прошло 9 месяцев. Норвежская станция зафиксировала объект в апреле 2024, но первое упоминание в научной прессе появилось только в январе 2025. И то в виде краткой технической заметки без фотографий и точных координат. Эти 9 месяцев не были пустыми. Документам, которые удалось восстановить через запросы о свободе информации, в нескольких странах за этот период район был посещен как минимум 4. Две экспедиции, норвежская и американская, официально задокументированы как плановые геологические исследования. Две другие в официальных реестрах полярных экспедиций не числятся вообще. Один из участников норвежской экспедиции, глициолог Эрик Хауген, дал короткое интервью местному Bergen Tidende в ноябре 2024. Он описал объект как нечто, чему у меня нет названия, добавил, что команде запретили фотографировать, и сообщил, что все личные устройства были изъяты при возвращении на базу. После публикации интервью Хауген удалил все свои профили в сети и на связь больше не выходил. Редакция Bergen Tidende подтвердила подлинность интервью, но оригинальная статья с сайта была удалена. Американское участие в этой истории прослеживается через бюджетные документы Национального научного фонда. В строке расходов за третий квартал
финал 2024 значится выделение $4 миллионов 200 тысяч на экстренную полевую операцию в секторе 72Ю. Этот сектор точно соответствует координатам объекта. Официального отчета по этой операции в открытом доступе нет. Молчание вокруг находки имеет собственную географию. 3 научных журнала получили материалы для публикации и отказали. Не с рецензиями, а просто уведомлениями об отказе без объяснений. Исследователь из университета Тромсё Анна Берг подала заявку на грант для организации независимой экспедиции к объекту. Заявка была отклонена с формулировкой «Район временно закрыт для гражданских научных программ». Никакого официального объявления о закрытии района не существует. Договор об Антарктиде, подписанный в 1959-м, теоретически гарантирует свободу научных исследований на континенте. На практике координационный механизм договора позволяет закрывать конкретные районы по соображениям безопасности без публичного уведомления, достаточно согласия 3 государств-участников. Именно этот механизм, по всей видимости, и был задействован. 9 месяцев тишины после обнаружения объекта это не случайность и не бюрократическая задержка. Это время, за которое несколько государств успели скоординировать позицию, изъять первичные данные у непосредственных наблюдателей и выработать официальную версию, которая до сих пор звучит одинаково во всех источниках. Аномальное природное образование, требующее дальнейшего изучения. Ни один официальный представитель ни одной причастной страны не ответил на вопрос, какое именно природное образование имеет правильную геометрическую форму, внутренние полости и металлический состав без аналогов в земной металлургии. Радарное зондирование сквозь лед дало первое представление о внутренней структуре объекта еще до того, как кто-либо физически к нему приблизился. Снимки показали не монолитную массу металла, а четкое разделение на отсеки. Не менее 7 отдельных полостей разного размера, соединенных узкими проходами. Самая большая полость находится в центральной части корпуса и имеет высоту около 8 метров. Это не деформация и не случайные пустоты. Расположение отсеков симметрично относительно продольной оси объекта. Когда норвежская группа в июне 2024 вскрыла первый доступный участок корпуса, внутри оказался воздух. Ни лед, ни спрессованный снег. Воздух при давлении, близком к нормальному атмосферному. Анализ этого воздуха выявил состав, отличающийся от современной антарктической атмосферы, повышенное содержание аргона и следы органических соединений, которые в норме присутствуют там, где долгое время находились живые существа или органические материалы. Температура внутри объекта в момент вскрытия составляла минус 3 градуса по Цельсию. Снаружи в тот день было минус 28. Разница в 25 градусов при отсутствии какого-либо активного источника тепла необъяснима стандартными физическими моделями теплопередачи через металлический корпус, окруженный льдом. На внутренних стенках первого исследованного отсека обнаружили следы. Ни надписи, ни символы. Именно следы в буквальном смысле. Отпечатки на тонком слое окисла, покрывающего металл изнутри. Форма отпечатков не совпадает с человеческой ладонью по пропорциям. Пальцев 4, а не 5. И они значительно длиннее относительно ширины ладони. Размер отпечатка примерно соответствует взрослой человеческой руке. Эта деталь стала самой засекреченной частью всей находки. Фотографии отпечатков не попали ни в один официальный документ. Их существование подтвердил только один источник. Анонимный участник норвежской экспедиции, передавший описание через посредника немецкому журналисту Томасу Краузу. Крауза опубликовал материал на своей независимой платформе в декабре 2024. Через 4 дня публикация исчезла. Сам Крауза сообщил, что получил юридическое уведомление, запрещающее дальнейшее распространение информации, и отказался называть отправителя. Во втором отсеке нашли предмет. По описанию того же анонимного источника, несколько объектов правильной геометрической формы, предположительно изготовленных из того же сплава, что и корпус. Один из них описан как пластина размером примерно 40 на 60 сантиметров с регулярным рельефным узором на поверхности. Узор не идентифицирован ни как письменность, ни как техническая схема. Он просто не совпадает ни с одной известной системой визуальной коммуникации. Третий отсек оказался заблокирован изнутри. Ни льдом, ни деформацией корпуса, именно заблокирован. Проход перекрыт металлической перегородкой, которая, судя по всему, была установлена намеренно уже после того, как объект оказался подо льдом. Механизм блокировки работоспособен. Это означает, что либо внутри объекта есть автономный источник энергии, либо перегородка была закрыта еще до замерзания и сохранила функциональность за 100 с лишним лет. Официальная позиция по внутренней структуре объекта по-прежнему сводится к природному образованию. Объяснить, каким образом природное образование создает герметичные отсеки с теплым воздухом, четырехпалые отпечатки и функционирующие металлические перегородки, официальные источники не берутся.
Металлургический анализ образцов корпуса отправили в 3 независимые лаборатории одновременно – в Осло, Токио и Чикаго. Все 3 получили идентичный результат. Сплав содержит железо с примесью никеля в пропорции, характерной для метеоритного железа, но структура кристаллической решетки принципиально отличается от любого известного природного или искусственного материала. Зерна металла ориентированы с точностью, которую современная промышленность достигла только в 90-х годах 20 века с применением компьютерного управления процессом кристаллизации. В начале 20 века такая точность была физически недостижима. Толщина стенок корпуса составляет 18 мм по всей площади поверхности. Отклонение не превышает 0,1 мм. Для сравнения, лучшие судостроительные верфи мира в 1910 году обеспечивали точность прокатки стального листа плюс-минус 3 мм. Добиться равномерности в 18 мм с допуском в 1/10 на конструкции длиной 150 метров невозможно без технологий, которых тогда не существовало. Сварные швы отсутствуют полностью. Корпус изготовлен как единая деталь, без стыков, заклепок, болтовых соединений. Если у вас возникли подозрения, что эта находка может быть не просто чудом природы, а результатом технологий, которые мы даже не видели, не упустите шанс разобраться в этом. На сайте playprofi.com собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. И только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Весь объект представляет собой монолитную конструкцию из одного куска металла. Единственная технология, позволяющая изготовить монолитный металлический корпус таких размеров, это литье под давлением в специальных условиях. Для объекта длиной 150 метров такое литье потребовало бы производственного комплекса, сопоставимого по масштабу с крупнейшими современными металлургическими заводами. Ничего подобного в начале 20 века не существовало ни в одной стране мира. Поверхность корпуса снаружи покрыта слоем вещества толщиной около 2 мм. Первоначально его приняли за продукт естественного окисления. Спектральный анализ показал другое. Это не окисел и не коррозия, а намеренно нанесенное покрытие с антикоррозионными свойствами, превосходящими все, что современная химическая промышленность производит серийно. После 100 с лишним лет в условиях антарктического льда металл под покрытием не имеет следов коррозии вообще. Ни одного пятна, ни одной раковины. Японская лаборатория дополнительно исследовала магнитные свойства материала. Сплав обладает слабыми, но стабильными магнитными характеристиками с необычным распределением полюсов. Не дипольным, как у обычного намагниченного металла, а с множеством локальных зон намагниченности, расположенных по регулярной схеме. Такая структура магнитного поля используется в современных высокотемпературных сверхпроводниках и системах магнитного удержания плат. Воспроизвести ее в металлическом сплаве без специализированного оборудования невозможно. Источник аномального радиационного фона внутри объекта также получил частичное объяснение после анализа. Излучение исходит из центральной полости, самой большой из 7 отсеков. Его характеристики соответствуют распаду изотопа, который в природе встречается только в следовых количествах и никогда не производился промышленно в объемах, достаточных для создания устойчивого источника излучения. Американская лаборатория в Чикаго в своем отчете написала буквально следующее. Для поддержания наблюдаемого уровня излучения на протяжении 100 лет первоначальная масса изотопа должна была составлять не менее 200 килограммов. Получить 200 килограммов этого изотопа искусственным путем при современном уровне развития ядерной физики потребовало бы работы нескольких крупнейших ядерных реакторов мира в течение десятилетий. Совокупность технических характеристик объекта не оставляет пространства для компромиссных объяснений. Монолитный корпус без швов, антикоррозионное покрытие без аналогов, структурированное магнитное поле, изотопный источник энергии. Каждый из этих элементов в отдельности опережает возможности начала 20 века на полвека минимум. Все они вместе в одном объекте опережают даже нынешний уровень технологий. Это объект во льдах. Не первая аномалия, обнаруженная в Антарктиде за последние 20 лет. Он просто самая крупная и самая плохо скрытая. В 2006 году американский геофизический спутник зафиксировал под ледяным щитом Восточной Антарктиды гравитационную аномалию площадью около 200 квадратных километров. Аномалия указывала на присутствие массивной плотной структуры на глубине около 2 километров подо льдом. Официальное объяснение – необычное геологическое образование. Детального исследования проведено не было. Координаты в открытый доступ не поступили. В 2012 году российские буровики, работавшие на озере Восток, крупнейшем подледном озере континента, мы обнаружили на глубине 3800 метров металлические фрагменты искусственного происхождения. Образцы были извлечены, отправлены в Москву и засекречены. Руководитель бурового проекта Сергей Булат дал единственный публичный комментарий. Фрагменты не соответствуют ни одному известному природному материалу. После этого интервью проект был переведен под управление военного ведомства, и гражданские ученые к работам допущены не были. В 2018 году британские геофизики, исследовавшие подледный рельеф Западной Антарктиды методом аэрорадарного зондирования, опубликовали карту, на которой отчетливо видны правильные прямоугольные структуры подо льдом в нескольких точках. Размеры структур от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Публикация прошла в узкоспециализированном журнале и не получила широкого освещения. Через год
данные радарного зондирования этого района были переклассифицированы как ограниченного доступа по запросу правительства Великобритании. Антарктида — единственный континент, где значительная часть научных данных автоматически попадает под действие соглашения об ограниченном распространении. Механизм существует с 1961 года и изначально был создан для предотвращения военного использования континента. На практике он позволяет любому государству-участнику договора засекретить любые научные данные, сославшись на соображения безопасности, без указания конкретной угрозы и без срока давности. Тепловые аномалии — отдельная категория необъяснимого. Спутниковые инфракрасные снимки Антарктиды фиксируют несколько постоянных тепловых пятен в районах, где никаких известных источников геотермальной активности нет. Одно из таких пятен находится в 18 километрах от координат найденного объекта. Оно присутствует на снимках, начиная с 1997 года, то есть с момента, когда спутниковое инфракрасное картирование Антарктиды стало регулярным. Что находится в точке этой тепловой аномалии подо льдом, неизвестно. Сейсмические данные добавляют еще один слой. Антарктические сейсмические станции периодически фиксируют сигналы, которые по характеристикам не совпадают ни с землетрясениями, ни с ледовыми подвижками, ни с известными вулканическими процессами. Эти сигналы имеют регулярный характер. Они повторяются с интервалами, кратными 27 часам. Природные геологические процессы не имеют такой точной периодичности. Первое зафиксированное появление этих сигналов датируется 1986 годом. Объяснения в открытой научной литературе не существует. Антарктида занимает 14 миллионов квадратных километров. Подо льдом скрыто 90% ее поверхности. Человечество детально исследовало от силы несколько сотен квадратных километров этой площади. Все остальное — терра инкогнита с засекреченными аномалиями, необъясненными сигналами и металлическими фрагментами, которые не соответствуют ни одному известному природному материалу. Реакция научного сообщества на находку разделилась на две категории — публичное молчание и частная паника. Те, кто видел первичные данные, вели себя не так, как ведут себя ученые, столкнувшиеся с интересной загадкой. Они вели себя как люди, которые увидели нечто, для чего у них нет категорий. Клаус Вернер, тот самый немецкий металлург, чей отчет был отозван через 18 дней. До отзыва успел разослать препринт 18 коллегам. Трое из них ответили. Все три ответа были получены в течение суток, все три содержали одну и ту же просьбу — удалить переписку и не упоминать их имена в связи с этой темой. Один из трех добавил единственную содержательную фразу: «Если данные верны, нам нужно пересмотреть не отдельную теорию, а всю хронологию». Норвежский глицолог Эрик Хауген, давший интервью Берген Тиденде, до экспедиции публиковал в среднем 4 научные статьи в год на протяжении 12 лет. После возвращения из Антарктиды он не опубликовал ничего. Его страница на сайте университета Бергена была удалена в феврале 2025 года. Университет на запросы о его нынешнем статусе не отвечает. Американский геохимик Линда Марш из Колумбийского университета специализировалась на изотопном анализе внеземных материалов, метеоритов и лунного грунта. В октябре 2024 она подала заявление об уходе с кафедры после 21 года работы. В частном разговоре, который ее бывший студент впоследствии воспроизвел в анонимном посте, она сказала буквально следующее: «Я изучала внеземные материалы 20 лет. Я знаю, как они выглядят. То, что мне показали, это не метеорит и не геология. Я не хочу знать, что это такое». Реакция институтов была быстрой и скоординированной. Американское геофизическое общество в ноябре 2024 разослало членам внутренний меморандум с рекомендацией воздерживаться от публичных комментариев по антарктическим аномалиям до получения официальных данных от уполномоченных органов. Меморандум утек в сеть через 2 недели. Общество не подтвердило и не опровергло его подлинность. Европейское космическое агентство тихо перенаправило один из своих наблюдательных спутников для регулярного мониторинга района в декабре 2024. Это изменение орбитальной программы зафиксировали независимые наблюдатели, отслеживающие траектории спутников по открытым данным. Официального объяснения смены задачи спутника не последовало. Паника проявлялась не в криках, а в действиях. 4 университета в 3 странах в течение 3 месяцев после первых публикаций закрыли или приостановили исследовательские программы, связанные с антарктическими аномалиями. Без объяснений и без предупреждения участников. Несколько аспирантов, работавших над диссертациями по смежным темам, получили уведомление о том, что их научные руководители недоступны и что темы диссертаций нуждаются в пересмотре. Наиболее показательным стало поведение тех, кто имел прямой доступ к объекту. Из 12 членов норвежской экспедиции, вернувшихся в июле 2024, 10 в течение последующих 6 месяцев либо сменили место работы, либо полностью прекратили публичную научную деятельность. 2 продолжают работать на прежних местах и отрицают само существование экспедиции, несмотря на то, что их имена фигурируют в официальных транспортных документах рейса на антарктическую базу. Ученые не паникуют от загадок, они паникуют от ответов. 3 версии объясняют находку.
И каждая из них меняет представление о том, где находится человечество в общей картине вещей. Первая версия. Объект построен человеческой цивилизацией, существовавшей до известной нам истории. Эта версия требует допустить, что примерно 10-12 тысяч лет назад на Земле существовала техническая цивилизация, достигшая уровня металлургии и машиностроения, который мы сами преодолели только в 20 веке. Антарктида в тот период, согласно ряду геологических данных, имела значительно более мягкий климат. Последнее оледенение континента завершалось именно в этот период. Цивилизация погибла, ее следы скрыл лед, и все, что осталось, один объект, случайно обнажившийся из-за современного таяния ледников. Эта версия ужасает тем, что означает, развитые цивилизации на Земле уже исчезали полностью, не оставив ничего, кроме металла подо льдом. И значит, это может повториться. Вторая версия — объект внеземного происхождения. Он прибыл на Землю примерно 100-120 лет назад, опустился в Антарктиде и был занесен льдом. Четырехпалые отпечатки внутри, изотопный источник энергии без земных аналогов, металлургия за пределами земных возможностей — все это вписывается в эту версию без натяжки. Ужасающий элемент здесь не в самом факте внеземного объекта. Ужасающий элемент в том, что объект прибыл 100 лет назад и с тех пор находится здесь. Не улетел, не подал сигнала, который мы зафиксировали. Просто стоит подо льдом уже 100 лет. Это либо брошенный аппарат, либо аппарат, который ждет. Разница между этими двумя вариантами принципиальна, и у нас нет способа определить, какой из них верен, не вскрыв третий заблокированный от. Третья версия самая тихая и самая страшная. Объект не прибыл 100 лет назад. Он был здесь всегда. Или очень долго. 100 лет — это возраст верхнего слоя льда над ним, но не возраст самого объекта. Датировка по глубине залегания дает минимальный возраст, а не точный. Если объект находится в Антарктиде десятки тысяч лет, то 100 лет назад произошло что-то другое. Не его прибытие, а его активация. Именно тогда внутри появился теплый воздух. Именно тогда начали генерироваться сейсмические сигналы с периодом 27 часов, которые антарктические станции фиксируют с 1986 года. Именно тогда, если эта версия верна, что-то внутри объекта переключилось из режима ожидания в режим работы. Что могло стать триггером активации 100 лет назад, в период между 1910 и 1930 годами? Этот период совпадает с несколькими событиями. Тунгусский объект упал в 1908. Первые мощные радиосигналы, способные достичь других звездных систем, человечество начало генерировать в начале 20 века. Первые ядерные реакции были получены в 1932 году. Если объект реагирует на определенный уровень технологической активности цивилизации, он мог активироваться именно тогда, когда человечество впервые достигло этого порога. Эта версия объясняет, почему правительства нескольких стран отреагировали на находку с координированным молчанием, а не публичным исследованием. Если объект активирован и функционирует, вопрос не в том, что он такой. Вопрос в том, что происходит, когда его вскроют до конца. Заблокированный третий отсек закрыт изнутри. Это означает, что тот, кто его закрыл, либо до сих пор внутри, либо намеренно оставил что-то, что не должно было выйти наружу раньше времени. Раньше какого времени? Вот единственный вопрос, который имеет значение. В феврале 2025 года третий отсек вскрыли. Это неофициальная информация. Официальной информации по-прежнему не существует. Это данные из двух независимых источников, которые не знали друг о друге, но описали одно и то же событие с разницей в детали, характерной для реальных свидетелей, а не для сфабрикованных утечек. Внутри третьего отсека находилось устройство. Не обломок, не артефакт, не статичный предмет, работающее устройство. Источником сейсмических сигналов с периодом 27 часов оказалось именно оно. Устройство генерировало направленный сигнал. Не во все стороны, а в одну точку. Направление сигнала было вычислено в течение нескольких часов после вскрытия. Он направлен не в сторону какой-либо точки на Земле. Он направлен в космос, к конкретным координатам, которые соответствуют области созвездия Кита на расстоянии около 12 световых лет от Солнечной системы. 12 световых лет — это расстояние до звезды Тау-Кита, одной из немногих звезд в солнечной окрестности, у которых подтверждено наличие планет в зоне потенциальной обитаемости. Сигнал передается с периодичностью 27 часов уже как минимум с 1986 года, с момента первой фиксации сейсмических аномалий. Если он начал передаваться в момент активации объекта, то есть около 100 лет назад, то первый импульс достиг окрестностей Тау-Кита примерно в 2010 году. Ответный сигнал при скорости света достигнет Земли не раньше 2022. Сейчас 2025 год. Американская система радиомониторинга дальнего космоса зафиксировала входящий сигнал из направления созвездия Кита в сентябре 2023 года. Эта информация содержится в рабочих журналах обсерватории Гринбэнк, копии которых были получены через запрос о свободе информации исследователем Джейсоном Урайтом из Университета штата Пенсильвания. Урайт опубликовал данные в марте 2023
2024, за месяц до того, как норвежский спутник зафиксировал антарктический объект. Связь между двумя событиями тогда никто не провел публично. Сейчас эта страница в архиве обсерватории помечена как данные на переверификации и недоступна. Характеристики входящего сигнала 2023 года совпадают с характеристиками сигнала, генерируемого устройством в третьем отсеке. Не похожи, совпадают точно. Это означает одно. Кто-то у Тау-Кита получил сообщение с Земли и ответил на том же языке. Именно это открытие объясняет скорость и масштаб засекречивания. Правительства закрыли не просто странный объект подо льдом, они закрыли факт установленного двустороннего контакта, который произошел не в результате организованных усилий человечества, а через устройство, которое кто-то оставил в Антарктиде и которое все это время работало без нашего ведома и без нашего участия. Человечество не установило контакт с внеземным разумом. Внеземной разум установил контакт через нас, используя маяк, спрятанный на нашей планете, о существовании которого мы не знали. И теперь, когда мы наконец нашли этот маяк, ответ уже в пути. Или уже получен теми, кто принял решение не сообщать об этом никому. Третий отсек после вскрытия был немедленно повторно запечатан. Район объекта АЦ. Все участники операции февраля 2025 года находятся на закрытой базе и на связь не выходят. Устройство продолжает работать. Сейсмические станции фиксируют сигналы с периодом 27 часов по сей день. Вернемся к вопросу, с которого началось это повествование. Что именно нашли во льдах Антарктиды? Ответ теперь есть, и он состоит из нескольких слоев. Физически это металлическая конструкция длиной 150 метров из сплава без земных аналогов, с 7 внутренними отсеками, антикоррозионным покрытием, изотопным источником энергии и работающим устройством внутри. Возраст по залеганию не менее 106 лет. Возраст самого объекта неизвестен. Функционально, социально, это маяк. Устройство, которое передает направленный сигнал к Тау-Кита с периодичностью 27 часов. Не передавало, передает. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, сейсмические станции в Антарктиде фиксируют очередной импульс. Стратегически это точка, в которой несколько правительств приняли решение остановить информацию и не пускать ее дальше. Это решение говорит о содержании информации больше, чем любая утечка. Когда государства, которые не договариваются ни о чем, мгновенно договариваются о молчании, значит, то, о чем они молчат, меняет все. Самый неудобный факт этой истории не в том, что объект существует. Самый неудобный факт в том, что маяк работал задолго до того, как мы его нашли. Он передавал сигналы в 86-м, и в 97-м, и в 2000-м, и в каждый год после этого. Все это время кто-то у Тау-Кита мог получать информацию о Земле, не ту, которую мы намеренно отправляли, а ту, которую передавал маяк по своей программе. Мы не знаем, что именно он сообщал. Мы не знаем, с какой периодичностью передавались данные до 86-го года. Мы не знаем, единственный ли это маяк. Антарктида занимает 14 миллионов квадратных километров. Подо льдом гравитационные аномалии, металлические фрагменты у озера Восток, прямоугольные структуры на радарных картах, тепловые пятна без геологического объяснения. Найденный объект обнаружился случайно, только потому, что таяние ледников обнажило верхний слой коры. Все остальное по-прежнему скрыто. Ответный сигнал из направления Тау-Кита зафиксирован в 2023 году. Что в нем содержится, знают те, кто имел доступ к данным обсерватории Гринбэнк до их засекречивания. Публично эта информация не раскрыта. Но сам факт засекречивания произошел уже после того, как антарктический объект был обнаружен. То есть после того, как кто-то сопоставил входящий сигнал с маяком подо льдом. Это означает, что содержание ответного сигнала и содержание антарктической находки были оценены вместе. И совокупность этих двух вещей оказалась достаточной причиной для того, чтобы закрыть все немедленно. Человечество задавало вопрос, одни ли мы во Вселенной тысячи лет. Судя по всему, ответ на этот большой вопрос уже получен. Просто не теми, кто его задавал. Объект во льдах Антарктиды существует. Маяк работает. Сигнал идет. И где-то в 12 световых годах отсюда кто-то уже знает, что маяк наконец нашли.